Моргенштерн. И там была бы сцена с уринотерапией. Не, ограбить банк 99, это было типа нормально вообще. Это имба. У меня в руках Нави-карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автографы игроков КС-состава и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. Создай свою Нави-карту от Тинькофф. Всем привет! В этом стаканчике у нас вот такие вот бумажки, на которых написаны различные ситуации. Мы будем представлять себя в них и отвечать так, как бы мы поступили. Если бы я снимал клип любому артисту, это был бы, там была бы сцена, это был бы обладает, там была бы сцена с цепями. Так, если бы я снимал клип любому артисту, это были бы Swedish House Mafia. Там бы была сцена какого-то крутого фестиваля. Если бы я снимал клип какому-нибудь либо артисту, это был бы Моргенштерн. И там была бы сцена с уринотерапией. Сколько баллов из 10? Сколько баллов? Если бы я снимал сцену, я бы снимал сцену Lil Nas X. Как они в тюрьме там. Это хорошо. Если бы можно было стать агентом Валоранта в реальной жизни, то я бы выбрал сову. Нет, да. Выбрал бы сову, потому что, не знаю. Потому что вилкой в глаз. Потому что девочкам он нравится. Можно было стать агентом Валоранта в реальной жизни, то я бы выбрал, ну, точно не Астру. А почему? А может, потому что этим вставляется? Джеточку, наверное, чтобы можно было это парить и дэшиться за пивом. Если б я хотел быть кем-то из Valorant, у меня герой из головы выпали. Тут понятно и так, Рейной. Так а Рейны ничего интересного нет. Ну типа Как парни, еще? в реале ничего интересного завязать нельзя. Души сосать. Йору. Прикинь, в инвизе бегать. Ну Йора прикольно, да. Ну пусть Йора будет. Пусть будет Йора. Я бы выбрал джет, я бы просто дэшился. Повторяться же нельзя. Повторяться нельзя. Кто сказал? Нельзя что повторяться. Не, что? правила игры. Не, на самом деле, Я хочу, если что. Ну тогда ладно, если хочешь, так и будет. Если бы я выбирал место для жизни, это было бы Киев, очевидно. если бы я выбирал место для жизни, это было бы... Не знаю, в Нью-Йорке я бы хотел пожить. Там круто очень. Смотря если выбирать навсегда или нет, вообще я бы хотел бы пожить в какой-нибудь Канаде, например, в Америке, там, не знаю, в Лос-Анджелесе, что-нибудь такое. Так, ну, если бы я выбирал место для жизни, это, если не считать Киев, потому что Киев я очень сильно люблю, я бы, наверное, выбрал Италию, Милан. Не знаю, почему, я там был, мне понравилось. Если бы можно было жить ровно 100 лет, в 99 я бы... Умер. Странный вопрос очень, Я не бы знаю, что ты в прыгнул. 99 лет сможешь сделать? Лежать, сидеть, ползти, все умрут, один ты останешься, по сути. Если остается 1 год жизни, то я бы в 99 лет, не знаю, грабанул бы банк, поставил свой год хаслил. Я бы прыгнул с парашютом. Ну а что еще? Не, ограбить банк 99, это было типа нормально вообще. Самое быстрое ограбление в мире. Ну, если бы год остался, я бы, не знаю, хаслил бы этот год как-нибудь. Если бы я только учился играть в Valorant, я бы начал учить сетапы на сплите. Слишком классный ответ, было его не перебить. Так, ну я бы начал, наверное, для начала учить всех героев и выбрал бы для себя, который подходит мне под роль. Если бы я только начал играть в Valorant, я бы тренировался. Бро, тренируйся. Если бы я начал играть в Valorant, то я бы просто много играл, а там уже смотреть надо и все. Если бы школа была не обязательной, я бы с детства изучал. Получается, я ходил с детства к репетитору по английскому, и я бы, наверное, это бы и делал. Потому что без английского сейчас никуда. Это важнейший аспект моей жизни, я считаю. Поэтому спасибо моей маме. Вот. Если бы школа была не обязательна, я бы, нашел бы какой-нибудь иной способ лучше социализироваться в обществе, изучал бы языки и там по спорту бы, наверное, угорел бы посильнее, чем это получилось у меня. Я бы тоже, скорее всего, больше по спорту, уделял бы больше времени, пытался стать каким-то спортсменом. Но если бы школа была не обязательна, я бы, наверное, изучал что-нибудь, что мне было бы интересно. Какую-нибудь психологию, например. Если бы мне пришлось играть 3х5, то я бы играл за малышку Рейну. Артур одобряет.
Заскамил у Артура. Ну, я бы тоже играл за Рейну, либо, ну, за Джет, пусть будет. Я бы на Фениксе бегал, флешки накидывал. Это имба. Я бы все равно играл бы на Вайпере и ультовал бы, и в ульте бы видел лучше, чем другие. Если бы я мог встречаться с любой девушкой в мире, то это была бы моя девушка. О, засейвился, как говорится. Если бы я мог встречаться с любой девушкой, это была бы, наверное... Блин, я забыл, как ее зовут. Как-то ее Барбара зовут. Трейзер? Нет. Или не Барбара. Да, вот, Палвин. Она очень красивая. Ну, если бы у меня был такой вариант, а две можно назвать, это была бы либо Меган Фокс, либо это была бы Бебе Рекса. Вот. Бебра. Бебра. Если бы я мог встречаться с любой девушкой в мире, это была бы, 2D, очевидно, девочка-сосочка. Если бы я мог переиграть одну карту на име, это был бы Ascent против Giants. Если бы я мог переиграть одну карту на Имея, это был бы сплит против Giants. Я бы обе эти карты переиграл бы с удовольствием, но поскольку повторяться нельзя, наверное, бинт против ликвидов. And he just has no idea. Link's right behind him. Say hello to Link. He's got the... У меня там индивидуальный перформанс не в лучшем образе был. Но вообще Джайнсов бы переиграл бы. Мне вариантов не остали, что мне переигрывать. Так назови, который был уже. Ну тогда сплит, либо Ascent тоже. Если бы у меня была суперспособность, это был бы... Очки, которые рентген. Да, рентген-очки, чтобы видеть... Пусть будет человека, желательно женского пола. Только женский пол. И я бы просто кайфовал бы от этого. Какая-нибудь там суперскорость, лайк у Флэша, только при этом, чтобы метаболизм обычный остался. Блин, на самом деле супергероев-то мало знаю. Есть прикольно еще Кто? читать мысли, например. Не? Я придумал себе. Читать Sorry. мысли, Извини, кстати. дайте. Какие супергерои есть, напомните? Какая-нибудь там телепортация, гибкость. Шумиёру свой посовывается все. Это намек. Невидим какой-то. Пусть просто он будет. Я бы, очевидно, выбрал чтение мыслей и переиграл бы соперника просто. Вот так вот. Если бы я вернулся в цивилизацию после 10 лет, проведенным на необитаемом острове, первым делом бы в компик бы сел поиграть. Но если серьезно, то не знаю, покушал бы там, с близкими людьми встретился, все дела. Я бы посмотрел, как изменился мир. Я бы сходил в какой-нибудь спа-салон отдохнуть. Куда-нибудь на пляже поваляться. Я бы помылся и побрился. Если бы не локдаун, то я бы не стал... Если бы не локдаун, ничего не поменялось бы. Для меня точно. Я бы, может, чаще отдыхать ездил. Если бы не локдаун, было бы больше лан-турниров, было бы прикольнее. Если бы не локдаун, да, соглашусь с Дэном, то, возможно, были бы чаще буткемпы, больше лан-турниров. И, в общем, я бы мог спокойнее поехать в любую страну погулять. И ходил бы в зал этот год, а не... Если бы не локдаун, путешествовал бы больше и на ланычах больше побывал бы, вероятнее всего. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и пишите в комментарии, как бы вы повели себя в таких ситуациях.